Легендарная сложность Total War Warhammer 3 — это сущий ад. Армии врага буквально ничего не стоят, боты играют лучше игроков и, как вишенка на торте, никаких сохранений. Это режим, который выжигает твои нервные клетки дотла. Но думаете, это все? Что если мы не просто поиграем на легенде, а поработим целый мир? И нет, я не про галочку в меню мировое господство, я про буквальный захват каждого поселения в Старом Свете, почти 300 городов под моим жестким контролем, около 20 легендарных лордов, мои послушные вассалы. Весь мир от ледяных пустошей Кислева до зеленых джунглей Люстрии теперь принадлежат князю тьмы. Я собрал под своим знаменем всех: Энкари, Дечало, Марати. Все главные возвращенцы этого мира теперь работают на меня. А фракции света, ну, скажем так, их больше не существует. Ни одного свободного поселения на карте, ни единого шанса на спасение. Но самое безумное не это. Я за все прохождение, а это 132 хода абсолютного доминирования из более чем 600 битв, провел вручную всего 33 боя. Меньше 5% — это настоящая дикость для легенды, где принято потеть ручками в каждом замесе, иначе поражение. Но зачем воевать самому, если можно создать машину Страпонатора, которая уничтожает реальность на автобое? Приготовьтесь, юные хаоситы. Сегодня я научу вас порабощать этот мир красиво, ведь это мечта Сланеш, и она стала реальностью. Как вы уже поняли, играть мы будем за маску, мой абсолютный фаворит, способный устроить по-настоящему фиолетовое порабощение. Стартуем у кровавого чертога на самом западе Старого мира. Встречают нас темные эльфы, которым осталось наслаждаться свободой считанные минуты. Прокачиваем технологии, выбираем танец на дополнительный опыт и врываемся в первую стычку. Напомню, на легенде бои идут в реальном времени, никаких пауз, туман войны скрывает врагов до последнего, а магия кастуется без замедления. Да и полоска доминирования скрыта. Короче, условия далеки от тепличных. Первый триумф дался подозрительно легко и абсолютно без потерь. У демонов Сланеш хоть и картонная броня, а стрелков нет как класса, зато урона в ближнем бою столько, что никто не успевает даже вскрикнуть. Сразу штурмуем соседнюю крепость и забираем ее за пару минут. Фракция хрупкая, но скорость натиска просто феноменальна. Не давая врагу опомниться, добываем провинцию и начинаем охоту на рыбку покрупнее. Едва захватив город, я увидел, как остатки крыс догрызают имперцы. Чтобы не терять темп, решаю сразу объявить им войну и прибрать столицу к рукам. У людей крутые стрелки, способны держать оборону, но из-за того, что они только что сами штурмовали стены, укрепления были проломлены. Это позволило мне войти без стука и буквально разорвать людишек на части. Снова без потерь. Говорят, Сланеш постоянно теряет бойцов в боях, пока не заметил. Главный егерь империи пал, и перед нами стал выбор: добить экспедицию или сделать ход конем и устранить нефритового дракона, пока мы рядом. Как вы поняли, долго я не думал. Призвал верных служителей к столице Катая, а сам набросился на их лорда. Решил не мучить себя микроконтролем и нажал автобой. Да, на легенде потери нести нельзя, но рутинные бои — это не для нас. Итак, бедный зеленый дракон пал жертвой кнопки «Рассчитать». Жалко старика. Отдаю захваченное поселение диким оркам, превращая их в своих вассалов. Это будет моя единственная обычная фракция слуга. Сначала думал использовать их как временный щит против ящеров, но, забегая вперед, скажу, прослужили они мне ой как долго. Если вы думаете, что вассалитет на легенде — это легкая прогулка, спешу вас разочаровать. Во-первых, боты на максимальной сложности до последнего противятся подчинению. У каждого огромные армии и гонор выше гор. Во-вторых, они постоянно грызутся между собой. Иметь в союзниках Марати и Хелеброн, которые ненавидят друг друга, затея сомнительно, но играть за Сланеш и не использовать вассалов — это же мувитон, вы чего? А мы возвращаемся на передовую. Людишки не дремлют и уже стягивают свои силы для контрудара. План прост: задержать их с одной стороны орками, а с другой придавить основным войском с юга. На легенде ИИ хитер. И не только в сражении, но и на глобальной карте. Если он чувствует угрозу, то пускается в бега, превращая игру в бесконечные салочки. Чтобы спровоцировать глупого бота на атаку, нужно самому прикинуться дурачком. Например, подставиться под удар в режиме марша. Видя наше мнимое бессилие и невозможность отступления, они радостно бросаются в бой. Наивные. Они еще не знают, что бежать в итоге придется именно им. Мимперец заглатывает наживку, и здесь даже автобой рисует победу, но зачем нам высокие потери, если можно отыграть руками в 10 раз лучше? Отправляй кавалерию сковать слабую армию, пока маска с демонетками рвут на куски основное подкрепление. Бот совершает классическую ошибку: он никогда не защищает точки выхода, а ведь у края карты никто и никогда не выживают. Всего за 12 ходов Катай
и империя в люстре стерты в порошок. Ничего личного, просто сочетание мощной тактики и понимания механик. Плевое дело. Дальше по списку Бретония. С ними еще проще. Всего за пару полупустых поселений я сделал собирателя своим покорным слугой и легко задушил бретонца. Жирный старт получается. Союзники прикрывают с двух сторон, осталось лишь поднажать, и люстре пойдет к нашим фиолетовым ногам. Добиваю остатки рыцарей и прихожу к мысли, а что же дальше? И тут я такой, так убивать всех, кто не желает становиться вассалом. Все же предельно просто, верно? Далее я исполняю настоящий гроссмейстерский кульбит, отправляю культистов в земли Катая через морской канал и создаю там культ. Зачем? Чтобы маска могла мгновенно прыгнуть через полмира и склонить Дечалу на свою сторону. Но сперва нужно урезать популяцию ящеров в джунглях, чтобы мой вассал Харнет продержался чуть дольше без присмотра. Правда, из-за войны с крысами фанатик Кровавого Бога начал стремительно рассыпаться. Ну ничего, кровь Богу крови! Яйца кулаки пусть терпят. Дечала сейчас куда приоритетней. Если я получу ее конфедерацию, я обретаю не только колоссальную боевую мощь, но и полностью отстроенную провинцию. На легенде боты обладают читерскими ресурсами и возводят города до максимума за считанные ходы, пока мы бы строили их десятилетиями. Но даже когда маска явилась лично, чтобы спасти Многорукую от окружения, та упорно не желала идти на союз. Конфедерация штука капризная, ее не провернуть простым обменом городов. Можно было бы просто загнать ее в угол и заставить подчиниться силой, но я выбрал путь поинтереснее. Я заключил мир с Бальтазаром Гельтом, чтобы тот начал душить Дечалу с удвоенной силой. И как только у нее не осталось войск, я совершенно случайно оказался рядом и принял ее в свои объятия. Сланеш не самый сильный мастер конфедерации, но терять таких легендарных лордов нельзя. Одна маска будет идти катком по миру слишком долго, а с Дечало под боком мы организуем Катаю быстрый и болезненный финал. Вот бы еще Энкари прибрать к рукам, но туда я пока не сунусь, эльфы сожрут толпой, поэтому придется уповать на волю темного князя. Итоги первого этапа порабощения: 32-й ход, пол люстры под контролем, город 5-го тира в кармане и 2 легендарных лорда в распоряжении. Пожалуй, мой лучший старт на легенде, но это лишь разогрев, впереди еще 100 ходов жесточайшего пота. Следом превращаю Ракарта в очередную марионетку. Снова хитрые манипуляции с поселением, я бы мог уничтожить всех, но у маски плохая приспособленность к местному климату, так что захватывать земли темных эльфов лично невыгодно. Да и эльфы — идеальный материал для вассалитета. Эти ублюдки и так служат воле Сланеш, просто еще не осознали этого до конца. Пока я вязну в джунглях с ящерами и крысами, Дечала уже собрала сокрушительный стек. Пора воевать на 2 фронта. Чем быстрее Катай исчезнет с карты, тем скорее наступит наше мировое господство. Смотреть на Дечалу с танцевальным ритмом непривычно, но забавно, будто играешь за 2 разные фракции одновременно. Змеюка уже вовсю кошмарит Бальтазара. Зря он тогда принял мое предложение в мире. Лучше бы добил нас сразу. Доброта в мире Вархаммер всегда заканчивается печально. На люстре уже начали наступать высшие эльфы, а значит, великая резня на Утане не за горами. Но пока маска переносится к Бальтазару, конечно, Дечала и сама бы справилась, но с поддержкой нашего лидера наступление пошло куда бодрее. В итоге Гельт за пару ходов развалился в 0. И пока я разбирался с людьми, Энкари на Утане начали зажимать. С эльфами я и так уже в военном состоянии, так что пора перетягивать великого демона на свою сторону. Видя, что его прижали со всех сторон, он наконец-то соизволил принять мою руку помощи. Ну а я что? Сразу разрушил его последнее пристанище на острове и распустил его остатки войск. Зачем он нам там среди эльфийских стрел? Пусть лучше возродится на северном фланге и поможет добить упрямых ящеров. О, еще один вассал-орк возле Теклиса. Откуда он взялся? Все просто. Я параллельно поглотил минорную фракцию Сланеш через конфедерацию, но вместо того, чтобы лично разгребать тут бардак, просто дал город зеленокожему, получив верную услугу и отправил его на эльфов. Это хоть немного задержит их армады. А орк, что ж, да прибудет с ним крепкость его задницы, чтобы не порвалась под натиском остроухих. Аминь. Признаю, я рановато объявил войну Миздамонди, понадеялся, что дикий орк выстоит с ним 1 на 1, но фронт начал стремительно сыпаться. Пришлось в экстренном темпе собирать стейк для Энкари и воевать уже на 3 фронта. Пока Дечала методично добивает наивного Бальтазара, маска исполняет очередной двойной кульбит. Помните мой культ, заложенный 20 ходов назад в самой глубокой тыловой провинции ящеров? Конечно, не помните, вот и Маздик тоже не помнит. Ящер явно не ожидал встретить могущественного демона прямо в своей столице. А Энкари
Энкари уже вовсю готовит оборону, зажимая хладнокровных с двух сторон. Оказавшись рядом с Мрати, я был просто обязан сделать ее своей подчиненной. Кто как не она должна первой пасть ниц перед волей темного князя. Традиционная схема с передачей поселения. Вот уже 5-й вассал в моей коллекции. Дойдя до Железного дракона в Катае, я решил присмотреть себе еще одного союзника, но Сейл оказался на редкость упертым предателем. Даже за целую столицу не пожелал признать мое верховенство. Ну ладно. И не таких ломали. Как жаль, что его ждет поистине незавидная участь. Само собой, объявляю войну Катаю. Эти любители риса мне здесь не нужны. Тем более Мяоин уже давно стерта с лица земли, а ее брат зажат в кольцо. Осталось лишь сомкнуть пасть. Что я с удовольствием и сделал. Крысы и ящеры в люстре на последнем издыхании. Скоро весь материк окрасится в фиолетовый, а пока я избиваю остатки сопротивления, решил пройти квестовое сражение за легендарное оружие Маск. Боже, какие же душные квесты стали делать для новых лордов. Мало того, что не дали им нормально расставить войско, так еще и моих бойцов начали кошмарить прямо во время катсцены, причем дважды. Вот спасибо, сервис на высшем уровне. В итоге впервые за 55 ходов я потерял первый отряд. И не в бою с легендарным лордом, а просто по приколу из-за кривого скрипта. Обидно, но идем дальше. Возвращаемся к ящерам. Захват люстры идет не совсем по плану. Помните, я говорил, что ИИ на легендарке не так уж и глуп. Так вот, ящеры особенно. Они кошмарили меня еще ходов 10 после своего полного разгрома. Плодя армии буквально из воздуха. Плюс Султуана постоянно донимали эльф. Как выяснилось, с ними воевала только Марати, пока Малekith и Скелеброн увлеченно резали друг друга. Действительно, зачем же им высшие эльфы, когда можно во славу Кейна пошинковать родню? Да, Марати своих детишек явно не тому учила. На Катайском фронте все относительно гладко. Потем на автобой, но земли порабощаются исправно. А вот Сейл вероломный, как уперся в начале, так и стоит на своем до конца. Ну черт с тобой, расторгаю военный союз, добиваю остатки Катая и готовлюсь к серьезному разговору на языке боли. Маска тем временем зачистила люстрию и спустилась в южные пустоши к Оксиотлю. Мать моя, слышь, какой же он душный. Просто плется из своей трубки, но каким-то чудом выкажет мои ряды в ноль. Это первый противник за последние 30 ходов, который реально вынудил Маску сражаться вручную, потому что автобой рисовал сплошные потери. Тяжело нашей фракции против монстры, убивать их почти-то нечем. Пока наши лидеры развлекаются в пустошах, Энкари готовит десант на Ултуан. Там будет дикая резня. Обещаю. Дачала же, покончив с Катаем, взяла в вассалы Виллича, чтобы тот добил Локхера и остатки крыс. Мне в команде слабаки не нужны, только лучшие. Кстати, лучших Сейл, дорогой, заждался. Как говорят у нас в народе, экстреминатус ланешитус. Бам! Война, сученый! Что думал, у тебя будет выбор? Маска мгновенно телепортируется ему в тыл, вассалитет Амурхану, у бедного предателя забивают как бродягу под забором. Он даже не успел создать видимость сопротивления. Я его даже добивать не стал, пусть мои псы догрызают. Иной участи он и не заслужил, как и всем непокорным на этом карте. Ну а теперь десерт. Добро пожаловать на Ултуан. Пока Маска вязнет в бесконечных тактических дуэлях с ящером, десятки гениальных обманок, унижающие нашего орга Теклис, скукотища. Здесь разворачивается настоящее искусство нарезка высших эльфов, то, что доктор прописал. Правда, есть нюанс, к этому острову даже подплыть задача не из легких, а про высадку я и вовсе молчу. Сначала пришлось методично топить все, что шевелится в море, и только потом пробовать берег на вкус. И даже так, легендарные эльфы показали свой оскал. На берегу нас ждали десятки стеков, сбитых в один кулак. Пришлось крутить нереальные финты, используя Марати как приманку, и вырезать по 3-4 армии заход с силами всего 2 лордов. И все это в условиях, когда помощи ждать неоткуда. Маска воюет с Оксиотлем, Дачала добивает Сейла, война за Ултуан затянулась на 20 ходов. Спойлер, империю я сотру куда быстрее. Приготовьтесь к лютой резне. Начав с прибрежных городов, Энкари быстро привлек внимание всего эльфийского генштаба. Увидев это море знамен, я понял, в лоб не вывезу даже руками. Пришлось отступать и попутно скармливать города Марать. Пусть ее защитные гарнизоны хоть немного притормозят этот каток. Они отправляли по 2-3 армии вдогонку, и я их вырезал в диком поту. Благо и почему-то поскупился на элитные войска. Хотя на легенде содержание для их монстры бесплатное, видимо даже у дисбаланса есть пределы. Пока шла вся эта игра на истощение, я решил, что пора навести порядок в рядах темных собрать. А то они совсем обезумели
земли режут друг друга и режут, призывая служителей захватывать село Малейкида. И вот я уже передаю Хелибрун. Теперь у меня в вассалах еще один эльфийский гигант. Толку, конечно, от этого было мало, потому что Ултуан уже начал трещать по швам. Нельзя вечно наступать, теряя по несколько армий за ход. Я перешел в контратаку, подтянул подкрепление и зажал высших эльфов с двух сторон. В итоге весь остров порабощен усилиями одного Энкари и двух помощников. В Марате, конечно, тоже немножко помогла, но лавры победителя принадлежат все равно нам. К этому ходу мир осознал: сопротивление бесполезно. Последние порты остроухих пали. Теклис наконец-то задушен маской, а Оксиотль, хоть и держался дольше всего Ултуана, все равно отправился в небытие. Тем временем на востоке Дечала работала как идеальный каток. Она не просто шла вперед, она стирала реальность. Катай стерт Сел, казнен Нурглы, Огры, вампиры и скавены либо мертвы, либо носят наши знамения. Взять ее со старта было лучшим решением. Без этой змейки порабощение Востока затянулось бы на вечность. Маска же взяла в курс на Ултуан, чтобы поставить финальную точку в истории эльфу и начать аккорд истребления остатков добра. У нас 100-й ход, а Империя и пустыня все еще стоят. Непорядок. Кстати, забавный факт. На 95-м ходу бахнул кризис. Сложность 200 на минуточку. И знаете, что я сделал? Просто приказал своему вассалу Тамурхану разобраться, и он стер кризис с карты. Вот такая мощь была в моих руках к 100-му ходу. Я проходил по карте, даже не замечая препятствий. Даже клан Морс, занимавший первую строку в рейтинге силы, предпочел вассалитет. Мудрое решение, как для крысы. Либо ты захватываешь земли вместе с князем тьмы, либо Дечала превращает твою столицу в пыль. На 102-м ходу начались первые вылазки в Бретонию. Удивительно, как эти рыцари вообще дожили до 100-го хода. Да еще и прихватили кучу земель. Обычно в тобой щелкают людей как орешки, но в этот раз система дала сбой. Что не прогноз, то поражение. Мне пришлось потеть вручную в каждом сражении против Бретонии. Больше, чем на Ултуане. А говорят, им нужен реворк. Ну, глядя на то, как они вгрызаются в мои ряды, я бы поспорил. Земли Бретонии в огне. Подсосы Дечала методично вырезают пустыню, пока сама многорукая отправляется в ледяную Норс. Там какой-то наглый тролль возомнил, что может отказать мне в верности, глупец. Его ждет та же участь, что и Сейла. По дороге чисто для профилактики стираю с карты гномов хаоса. Эти низкорослые капиталисты 10 раз предлагали мне военный союз и столько же раз предавали. Ни чести, ни достоинства, значит, никакой пощады. Зато я собрал свою коллекцию всех поклонников Хорна. Чисто из принципа своих нужно держать под крылом. Жаль, конечно, эпидемия не доживает даже до 10-го хода, а то его бы пристроил бы в наш сад наслаждений. Со 110-го хода началось активное порабощение империи сразу с двух сторон. Гномы уже захлебнулись в собственной крови, а скавены не дают низкоросликам даже вздохнуть. Жалкие людишки продержались примерно столько же, сколько и высшие эльфы, хотя их территории были в 4 раза обширнее. Типичная империя, много пафоса, а толку мало. Карл Франц подыхает от любого моего отряда на карте, пустыня зачищена под ноль, осталось лишь сомкнуть кольцо вокруг Рейкленда. Параллельно Дечала душит троллей в Норске. Эти земли сами себя не захватят. И к 125-м ходу на карте остались всего 2 фракции, не склонившие голову. Зигвард и Архо. Не знаю, на каких стероидах сидел Зигвард, что протянул 120 ходов, но его время вышло. Чтобы завассалить этих господ, мне нужны были пограничные города. Ведь, видите ли, я недостаточно силен для их покорности. Но городов не осталось. Кругом одни мои рабы, которые города не отдают. Пришлось прибегнуть к жесткой политике. Убить одного, чтобы отдать земли другому. Выбор пал на Архаона. И дело не в том, что он слабее. Просто закончить кампанию смертью всеизбранного — это чертовски поэтичный финал. Телепортация маски, молниеносный марш-бросок по северным пустоши, вассалитет Зигварда и вуаля! 132-й ход. На карте не осталось ни единого клочка земли, который бы мне не принадлежал. И если вы думаете, что вассалы сделали всю работу за меня, то 288 поселений под моим прямым началом говорят об обратном. Короткая и длинная кампания были завершены на 80-м ходу, кризис подавлен руками Тамурхана на 95-м, мировое господство оформлено к 110-му и 636 сражений, всего 33 вручную. Это мой личный рекорд. Я старался минимизировать личное участие, чтобы этот челлендж не растянулся на неделю. В мире осталось всего 20 фракций, 19 из которых мои послушные марионетки. Я истребил всех пиратов в океане, подавил каждое восстание, оставив на планете только тех,
кто умеет подчиняться. Надеюсь, Темный князь доволен этим безупречным перформансом. Я оставил ему целый мир рабов для бесконечных извращенных забав. Мечта Сланеш стала реальностью. Весь мир теперь его слуги. А на этом я с вами прощаюсь. Любите своих мамочек и не забывайте ставить свой развратный лайк под этим видео. Увидимся совсем скоро в новом тир-листе. Удачи!